Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Curative CG Компьютерная графика. В этом видеоуроке вы узнаете основы основ программы ZBrush, а точнее инструментарий, импорт, экспорт модели и запекание с High Poly на Low Poly в Substance Painter. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Ну а теперь начнем. Для начала открою программу Cinema 4D и создадим болванку. Для болванки я буду использовать голову персонажа. Самые главные правила для сетки ZBrush и для моделирования – стараться использовать четырехугольные полигоны. Желательно избегать полигоны с 5 ребрами и больше. Главное, чтобы сетка была более-менее равномерной. Более подробно о проверке модели вы сможете посмотреть у меня на канале, ссылка в описании. Теперь экспортирую болванку. Можно экспортировать в формате FBX или OBJ. Сделаю оба варианта, чтобы показать, как их добавить в ZBrush. Открою программу ZBrush, нажму на значок «Меньше», чтобы скрыть библиотеку. Для того, чтобы импортировать модельку FBX, перехожу во вкладку The Plugin, FBX Export, Import, и здесь выбираем Импорт. Для OBJ все просто. На главном меню есть Tool, выбираем Импорт и наш OBJ. После того, как импортировали модель, удерживая левой кнопкой мыши на Viewport, добавляем модель. Далее нужно нажать на Edit, чтобы начать его редактировать. Если зажать левую или правую кнопку мыши вне модели, то можно его вращать. Если зажать Alt и любая кнопка мыши, то это перемещение. Ctrl и правая кнопка мыши – это масштаб. Если нажать Shift и кнопка мыши, то модель становится ровной по вьюпорту. Вы можете включить перспективу. Показ сетки. Так как мы закинули в программу Low Poly модель, нам нужно увеличить полигоны. Для этого перехожу в геометрию и с помощью кнопки Divide увеличиваю полигоны. Не стоит сразу ставить Divide на максимум. Лучше всего сначала максимум создать детализацию на нижнем уровне, только потом переходить на следующий. Для примера поставлю 4. Перейду к самому главному. Это кистям. Первая кисть — это Clay Buildup. Это наращивание модели, точнее добавляя на модель глину. Допустим, вы добавили глину и теперь надо его как-то загладить. Для этого нужно зажать Shift и выходит вот такая кисть. Smooth. Это кисть сглаживания. Далее кисть Clay Tubes. Это тоже наращивание модели, но в отличие от Buildup, полигон наращивается равномерно на одной высоте. Dem стандарт. С помощью этой кисти можно создавать различные складки и морщины. Это острая кисть. Если зажать Alt, то выдавливание будет обратной. Flatten. Кисть превращает все в плоскость. Polish. Эта кисть для полировки модели делает все ровно. Хорошо подходит для твердых поверхностей. Если Polish плохо работает, можно использовать более агрессивную кисть Edge Polish. В отличие от Flatten, Polish больше привязывается к форме модели, а Flatten сплющивает все.
Следующая кисть Inflat. Эта кисть как бы выдувает модель, добавляет воздушности. Move — это кисть перемещения полигонов. Далее Pinch. Кисть подходит для сужения полигонов. Например, на модели вот такой вот прорез. Надо его сузить. Для этого и нужна кисть Pinch. Slash 3. Похоже чем-то на DEM стандарт. Так с помощью него можно прорисовывать морщины и мелкие детали. Это основные кисти, которыми пользуюсь сам. Для того, чтобы рисовать равномерно на модели, можно включить функцию Lazy Mouse. После того, как сделали некие манипуляции с моделью, нужно подготовить ее для запекания и текстурирования в Substance Paint. Для начала сделаю экспорт модели. Это будет High Poly. Теперь сделаю Low Poly. Можно, конечно, использовать созданную болванку, которая была в начале урока, но я сделаю по-другому. Переведу Divide в первый или второй режим, сделаю его экспорт, и это будет Low Poly модель. Самое главное для Low Poly нужно создать развертку, так как Substance Painter не откроет модель. Для развертки буду использовать программу Resume UV. Более подробно, как сделать развертку персонажа, вы сможете посмотреть у меня на канале, ссылка в описании. После развертки переходим в Substance Painter. Создадим проект, выберу здесь Low Poly модель с готовой разверткой. Переходим в настройки текстур и запекания. Выберу разрешение карт. Включу паддинг. Выберу High Poly модель. Более подробно про запекание карт Substance Painter есть у меня на канале, ссылка также в описании. Поставлю анти-альязинг. Max Frontal и Max Dir нужно подбирать. Обычно ставлю 0,1. И все это 1 к 1. Нажму на запечь. Скажу сразу, PoseBrush знает только основы. И в этом видео показал самое главное для меня, а точнее какие действия и кисти применяю. Если не смотрели мои предыдущие уроки по компьютерной графике, то прошу вас посмотреть. Всем спасибо и до новых видео.